Здрасте. В этом видео мы рассмотрим важную, но совершенно неизведанную тему о том, как бывшие модмейкеры захватили Running with Scissors. Так уж получилось, что я, возможно, единственный в интернете идиот, который занимается доскональным изучением этой фигни. Ну да ладно, погнали. Это Джон Мерчант, серый кардинал современных Running with Scissors. В далекие нулевые он был одним из участников модмейкерской команды Resurrection Studios. Однако теперь он лично курирует многие новые проекты, связанные с брендом Postal. Давайте разберемся, где же находится та тонкая грань, когда бывший модмейкер становится третьим по важности человеком в студии. После выхода модификации Eternal Damnation команда Resurrection Studios бралась за множество разных проектов, многие из которых в силу разных обстоятельств так и не увидели свет. Среди заброшенных инициатив можно было найти глобальный мод на Postal 2 под названием Have a Nice Day, главный разработчик которого однажды просто пропал из сети, а также мод на тему Postal для The Elder Scrolls 4 Oblivion, который назывался Postal 2 Oblivion. Lower the gates! You probably thought you weren't gonna die today. Surprise. Good people! You've just witnessed the impossible! Sissy. Разве это не прекрасно? Выпущенные проекты, тем не менее, тоже были. В 2010 году модмейкер по имени Камик доделывает свой 1409X патч специально для мультиплеера Postal 2. А в 2011 силами команды Resurrection Studios был выпущен глобальный мод для зомби-шутера Land of the Dead 2 под заголовком Dead Epidemic. Самым предприимчивым модмейкером из всей кучки Resurrection Studios был, конечно же, Джон Мерчант. Не покидая моддинг, он уже в 2005 году смог попасть на работу в Running with Scissors. Будучи в студии, он несколько месяцев трудился над неким отмененным проектом, предположительно над игрой под названием Kitty Kitty Bang Bang, а также над всеми нами любимым Postal 3. Примечательно, что эта игра еще до своего выхода успела обернуться для нашего героя его персональной драмой. Мультиплеерный компонент, для которого Джон активно продвигал массу идей, пусть и не всегда своих, так и не был реализован. И если на Postal 3 был поставлен крест задолго до момента его выхода, то внезапно в грядущем Duke Nukem Forever Джон усмотрел некую интригу. Я в восторге от Duke Nukem Forever, и не только потому, что я хочу в него поиграть, но еще и потому, что мне действительно хотелось бы его замодить. И если он будет поставляться с инструментами для моддинга, то я скорее подтолкну Resurrection Studios в этом направлении, чем в сторону Postal 3. Спустя несколько месяцев производственный ад Duke Nukem Forever подошел к своему долгожданному концу. Did you think I was gone forever? Однако никаких инструментов для моддинга игроки тогда не получили. Этот вариант, очевидно, оказался отброшен. Наконец, в 2011 году участники форума Resurrection Studios организовали свой собственный сервер для Unreal Tournament 3. Однако и здесь энтузиазм очень скоро сменился разочарованием. Сервер не вызвал того интереса, на который рассчитывали модмейкеры, и поэтому очень скоро оказался свернут. На фоне всех неудач, которые преследовали команду Resurrection Studios, Джон Мерчант начал всерьез задумываться о том, что с моддингом пора завязывать. Команда находилась на волоске от закрытия вплоть до того момента, пока в ситуацию не решил вмешаться вот этот парень. Его имя Боб Ричардсон, однако в сообществе он также известен под ником Мистер Давнераб, или же просто Мистер Ди. Боб Ричардсон — это интересная личность. Основная его деятельность заключалась в том, что он держал сервер для мультиплеера Postal 2, снабжая его оружейными паками сомнительного качества, а также картами с весьма специфическим контентом. Давайте посмотрим поближе на его модмейкерские фантазии. На одной из своих карт Боб изобразил то, каким он видит офис Resurrection Studios. В качестве основы он выбрал офис Running with Scissors из оригинальной игры и наполнил его новыми ассетами и людьми из своей тусовочки. Вот две сгенерированные в программе Фейсген головы, которые гоняют в Unreal Tournament 3 на том самом несостоявшемся сервере.
А вот Винс Дейзи, который вальяжно развалился на диванчике с некой папкой на коленях. На обложке написано «Предложение по Share the Pain HD». Я для вас сделал HD. Наслаждайтесь, братан. To jej zajad? В туалете на месте Майка Джея теперь сидит Джон Мерчант, которого можно застать за просмотром материалов, которые нельзя показывать на YouTube. Сраный пингвин хуевый. И, наконец, центральная точка этой карты — это копия кабинета Винса Дейзи, где Боб Ричардсон изобразил себя трудящимся в поте лица над... Да. Как можно заметить, офисный стол здесь нужен явно не для работы. Сперва я подумал, что данную сцену следует интерпретировать в около-фрейдистском ключе, а именно как эротическую фантазию фаната Постал занять место самого папы Дейзи. Под моим столом, впрочем, все еще есть вакантное место для твоей сестры. Эта версия, впрочем, не совсем хорошо сочетается с действительной ролью Винса на этой карте. Фактически он изображен в роли человека, который занимается рассмотрением предложений по потенциальным проектам, из чего напрашивается вывод, что начальник здесь все-таки он. Можно предположить, что в этом вымышленном мире существует некая иерархия, в которой Resurrection Studios являются подчиненной структурой Running with Others, где модмейкерам отведена роль разработчиков HD-версии уже существующих Postal игр. Сам Боб Ричардсон, конечно же, видит себя в самом центре подобной организации. Получается, что намерение Боба Ричардсона состоит не сколько в том, чтобы занять место самого Винса Дейзи, а скорее в том, что этот модмейкер хочет стать точно таким же крутым, как и его кумир. Одно другому, впрочем, не противоречит, так что на месте Винса я бы повнимательнее присмотрелся к данному персонажу. Et que les autres rêvent, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon, ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Скажем так, Боб Ричардсон был модмейкером со своими причудами, но у него были амбиции и связи с Джоном Мерчантом. Когда Resurrection Studios оказались под угрозой закрытия, Боб в разговоре с Джоном решил настоять на том, что если уж и распускать команду, то стоит сначала хотя бы разобраться с некоторыми незавершенными проектами. Джон согласился, и после того, как снова оказался втянут в знакомый процесс, он быстро вошел во вкус и посчитал, что Боб оказался прав. Hey motherfuckers, it's the Postal Dude. You know Eternal Damnation is gonna rock your world, 'cause I said so. Bitch. В начале 2012 года Джон Мерчант загорелся идеей довести до ума один из самых известных модов команды — Eternal Damnation. Надо сказать, что это был не первый раз, когда Resurrection Studios возвращались к данному проекту. В 2008 году японский издатель Drive выпустил обновленную версию мода эксклюзивно для местного рынка. Издание носило название Eternal Damnation Advanced и включало в себя ряд специально переработанных для этой версии уровней. Если брать во внимание те немногие отзывы, которые можно найти на японском Amazon, то стоит отметить, что игрокам такой продукт не очень-то и зашел. Обзор, который люди посчитали наиболее полезным, оказался самым разгромным из всех. В нем покупатель посетовал не только на многочисленные баги и вылеты, но еще и на сам факт того, что фанатский мод, который шел как простой бонус в предыдущих изданиях, теперь продается в качестве самостоятельного продукта. По той причине, что Resurrection Studios не стали выкладывать эту версию мода в открытый доступ, она так и осталась эксклюзивом для японского рынка. Вместо этого они посчитали нужным уделить переработке мода еще какое-то время, чтобы в конце концов выпустить игру в таком виде, на который они изначально надеялись. Так началась разработка Eternal Damnation Remake. Давайте разберемся, что именно Resurrection Studios собирались сделать в рамках данного проекта. Прежде всего, они пытались улучшить внешний вид уровней, оптимизировать их, а также внедрить на них новые геймплейные ситуации. Hey lady, follow me. I'm gonna take you to your father. Just stay behind me. Come on.
Oh shit. Oh shit, she's been bitten. She's infected. She's gonna turn into one of those fucking creatures. You gotta kill her, man. You gotta shoot her fucking head. I ain't gonna do it, man. You gotta fucking do it before she turns into one of them. Do it! Look, man, you did what you had to do. I know a man should never have to outlive his own children, but that wasn't my daughter. That was a fucking creature, and I would have done the same exact thing. Специально для ремейка были написаны новые строчки диалогов, которые должны были лучше связать уровни между собой и дополнить сюжет, сделав его более последовательным. Fuck if I know, but it's nuts. Seems like people have lost it. Murders, looting, you name it. Hell, I saw a man chewing on some guy's face. I have my theories. Terrorist. No shit. It's those fucking Mexicans, man. Or maybe the I warned everyone, but they wouldn't fucking listen. First they took our jobs, our women, then 9/11. Not to mention the whole killing and eating us thing. God damn, I hate life. I don't think you can blame this on minorities. And besides, you forgot the Jews. And 9/11 wasn't. Разработка ремейка протекала вплоть до 2010 года, пока команда по неизвестным причинам не решила его заморозить. Как было сказано ранее, к ремейку Eternal Damnation команда решила вернуться только в начале 2012 года. В этот раз Джон Мерчант решил действовать более последовательно. Он составил подробный план действий и начал педалировать идею о том, что для успешной сдачи проекта необходимо организовать краудфандинговую кампанию и собрать бюджет в размере $1500. Если брать во внимание тот факт, что на руках у команды уже тогда было множество наработок, которые оставалось просто скомпоновать вместе и отполировать, то можно смело сказать, что у Resurrection Studios больше не было желания бесплатно работать над модами. Кроме всего прочего, Джон пообещал, что если ремейк Eternal Damnation сможет увидеть свет, то команда использует его наработки, чтобы выпустить нечто вроде ремейка АВП мода. После этого Джон пустился в рассуждение о том, что в таком случае можно будет запустить еще более масштабную краудфандинговую кампанию. А потом, может, и Винса удастся уговорить, чтобы тот добавил оба ремейка в потенциальную новую версию сборника Food Шпак. Когда стало понятно, что мало кто будет готов поддержать проект в его текущем виде, Resurrection Studios поменяли свои планы. Спустя месяц было объявлено о том, что оба ремейка выйдут в рамках одного большого проекта под названием Postal 2 Resurrected. Кроме Джона Мерчанта, к разработке присоединились такие мастистые модмейкеры, как создатель АВП-мода Камек, любитель черепах Мистер Давнераб и скриптер GameFan74. Предполагаемые сроки работы увеличились до 3-4 месяцев, а для покрытия потенциальных расходов команда все так же планировала запустить краудфандинговую кампанию. Предполагалось, что донатеры получат доступ к множеству разных уровней вознаграждения. От банальных $10 и ваше имя будет указано в титрах, до баснословной суммы в $300, что позволило бы главному меценату появиться в одной из главных ролей в моде. Остановимся на АВП. В его обновленный вариант должны были войти такие наработки, как оружейный селектор в стиле Half-Life, подсмотренные из игры Borderlands торговые автоматы и, пожалуй, самое интересное — аркадные мини-игры. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. Одна из них была представлена как Run and Gun с видом сбоку в духе серии игр Metal Slug, а вторая была рельсовым шутером в стиле The House of the Dead. Третья же предлагала побыть телохранителем Гэри Колмана, где игроку нужно было помочь ему пробиться через толпу настырных папарацци. Well, you may have taken out most of my buddies, but you're not getting through me, Gary. Some exclusive pictures of you blown into pieces will mean an early retirement for me. Prepare to eat my rocket, you midget fuck. What the? Еще одним любопытным моментом касательно Postal 2 Resurrected было то, что под предлогом улучшения внешнего вида игры модмейкеры были намерены использовать ассеты прямиком из Postal 3. Джон Мерчант посчитал данное обстоятельство чем-то настолько важным, что даже не постеснялся в своем посте на форуме выделить его бегущей красной строкой.
А насчет опасений, что это может не понравиться Акелле, он заверил, что эти ресурсы будут использованы не для коммерческого проекта. Разработка Postal 2 Resurrected была свернута спустя несколько месяцев. Причина проста. Выход Postal 2 в магазине цифровой дистрибуции Steam. Получившая под заголовок Complete, Steam-версия игры в кратчайшие сроки обрела широкую популярность. И хотя Джон отмечал, что многотысячные цифры продаж Postal 2 Complete делают замысел проекта Resurrected еще более стоящим, приоритеты теперь лежали в работе над официальным релизом. Таким образом, ресурс в виде модмейкеров был перекинут на выпуск обновлений для Steam-версии игры. С этого момента модмейкеры начали задумываться о том, что фишки из обновленного АВП вполне могут стать частью официального релиза в Steam. А работа над Eternal Damnation может пока подождать. Первый знаковый апдейт для Postal 2 Complete вышел в декабре 2013 года. Патч носил номер 1412 и действительно превращал в игру в подобие мода A Week in Paradise. В игру был внедрен одноименный режим, расчлененка из Apocalypse Weekend, добрая половина арсенала из Eternal Damnation и прочая ерунда. Сообщество приняло обновление на ура, совершенно невзирая на то, что ноги у него торчали прямиком из фанатских модов. Как будто кому-то до этого было дело. В последующих патчах на две починенные вещи приходилось одна сломанная. Это было причиной регулярной головной боли у разработчиков модов, у которых что-то обязательно ломалось после выхода очередного апдейта. Справедливости ради стоит сказать, что на данный момент Steam-версия игры остается относительно стабильной лишь по той простой причине, что Run Invaders на нее забили и просто перестали выпускать обновления. Здесь нужно сделать одну важную ремарку. Когда я в очередной раз переписывал сценарий к данному видео, для Postal 2 впервые за 3 года вышел новый апдейт. В его основу лег так называемый X-Patch, который был создан польским модмейкером Мэном Хшаном. Находившийся в разработке с 2020 года, X-Patch был нацелен на исправление многочисленных косяков бывших модмейкеров. Незадолго до релиза версии 1.0 на работу Мэна Хшана обратили внимание Run Invaders и решили связаться с ним, чтобы сделать X-Patch официальной частью игры. К 20-летию выхода Postal 2 апдейт наконец-то увидел свет. И он действительно получил гораздо больше качественных исправлений и улучшений, чем это было в предыдущих версиях игры. Косяки, конечно же, все еще есть, однако стоит признать, что один поляк справился с тем, чего 10 лет не могли сделать люди из Run Invaders — починить долбанное оружие. Однажды на форуме Facepunch студии разработчика Garry's Mod Джон Мерчант шутканул о том, что Run Invaders продолжит бесплатно апдейтить Postal 2 на протяжении следующих 10 лет. Майк Джей просто не мог пройти мимо такого громкого заявления и разразился тирадой. Хватит с нас бесплатных обновлений. Почему бы и не сделать то, за что они заплатят? Нечто вроде полноценного аддона. Купят ли это люди? Так на свет появился Paradise Lost. Эта история берет свое начало в те мрачные времена, когда Run Invaders оказались под ударом крупнейшего провала за все время своего существования. 2,5 человека, которые все еще оставались в студии, задались вопросом, что же делать дальше? Джон Мерчант выступил с инициативой. And I said, well, let's do some DLC for Postal 2, why not? And back then it was going to be called Return to Paradise, and it was a very similar kind of thing, although it was just going to be, the town had been destroyed by nuclear blast, Champ had run back into Paradise, and the dude had followed him back. So that basic idea was in place long before we even started production of the game. В то время Джон Мерчант находился в двояком положении. С одной стороны, он занимался новыми проектами Run Invaders на официальном уровне, а с другой продолжал делать моды вместе с Resurrection Studios. Джон разграничивал эти две ипостаси, не желая смешивать одно с другим. Здесь и лежала главная проблема. Времени на всю эту деятельность у Джона просто не хватало. И коммерция в конечном счете возобладала над всем остальным. Postal 2 Resurrected отправился на кладбище отмененных проектов, а его наработки стали частью официального релиза в Steam, а затем и дополнение Paradise Lost. You know, John's here. John was the producer for this game. Me and him, I was on a flight back from New York one day, and me and him were bullshitting on chat. And we started writing this really basic design document for what Paradise Lost could be. Mike and I had that conversation about where we were going to take it.
And we got some rough ideas in, like I had the idea that we were going to have 2 different weather zones. We're going to have the nuclear winter, and then we're going to have like the sunny part on the bottom, just to give it a bit of just to make it look a bit more interesting, and so the maps weren't exactly the same as they were in Postal 2. Right. Then one of our interns, he was just doing QA for us at the time, Ricky, sort of said, "Hey, this is, I like this idea, but I think I can expand on this. Would you mind if I did a design document for you guys?" And we're like, "Sure, let's see what you got." Начиная с Paradise Lost, главным дизайнером серии Postal становится человек по имени Рикки Дианджело. Давайте разберемся, кто это такой и почему именно он стал заменой Стива Уика. В интернете Рикки был замечен под множеством разных имен. Однако, пожалуй, самым распространенным стал его псевдоним Марфи Блэк. Наибольшую популярность он обрел благодаря своему YouTube-каналу, на котором периодически появляются видео на тему любопытных фактов из серии игр Half-Life. Марфи был завсегдатаем ранее упомянутого форума FacePunch, где он постил интересные и не очень факты, связанные в том числе с серией Postal и Running the Scissors. Есть история, как Винс Дейзи насал банку из-под Принглс во время езды на машине и выбросил ее в окно, но я не могу ее сейчас найти. Какое большое упущение. Кроме того, Марфи утверждал, что это именно он в далеком 2005 году нечаянно создал мем WTF Boom. Короче говоря, он был шитпостером со стажем. В один прекрасный день Марфи изъявил желание попытать себя в таком, казалось бы, безнадежном деле, как моддинг Postal 2. Свой результат он показал на форуме FacePunch, где запостил видео с демонстрацией тестовой версии мода. Задумка была достаточно тривиальная — перенос озвучки из Postal 3 в недавно обновленный Postal 2 Complete. Несколько дней спустя работу Марфи замечает Джон Мерчант. Оставив хвалебный комментарий, он предлагает сделать этот мод частью официального релиза в Steam. Марфи соглашается и становится одним из стажеров в команде Running the Scissors. Так получилось, что Марфи проявил инициативу в тот самый момент, когда команде потребовался полноценный дизайн-документ для их грядущего дополнения. По сути, он просто взял кучу разрозненных идей, исходящих от разных членов команды, и скомпоновал все вместе. Когда разработчики перешли к непосредственному воплощению проекта, они практически буквально следовали дизайну Марфи, за исключением разве что пары идей. Хотя из дизайна Paradise Lost было вырезано совсем немного. Я сокрушаюсь о потерянной гигантской надувной патриотической горилле. Один раз шитпостер, навсегда шитпостер. И Paradise Lost стал его главным шитпостом. Yeah, so there's a lot of ideas that you and I had, but then Ricky just took it to the next level. Ricky did a great job, and he's our lead designer now. He does a really good job at what he does. He also creates all of our trailers, which are phenomenal. So if you guys ever want to shout out to Ricky, just shout out to him and tell him the quality job he's doing now, because he really took the reins on design. That's for fucking sure. Как отмечал Майк Джей в разговоре с изданием Vice, самое простое, что студия тогда могла сделать, было дешевым и сердитым, наспех сделанным загружаемым контентом. В первом трейлере Paradise Lost, который был приурочен к E3 2014, в качестве даты выхода была указана осень того же года. По словам Марфи Блэка, к моменту своего анонса дополнение находилось в состоянии полноценной разработки всего каких-то несколько недель. Майк Джей, вероятно, предполагал, что команда, собранная из бывших модмейкеров, справится так же быстро, как в свое время это могла сделать старая команда Running the Scissors. Этого, очевидно, не случилось, и релиз Paradise Lost был перенесен на апрель 2015 года. Апокалипсис. Апокалипсис никогда не меняется. Есть такое. Но только не в том случае, когда это касается чувака и его пса. Да! Оговоримся сразу. Paradise Lost — это глубоко вторичный продукт. С момента выхода оригинального Postal 2 прошло ни много ни мало 12 лет. Но в самой своей основе Paradise Lost осталась той же самой игрой с тем же самым геймплеем. Дополнение могло бы оказаться гораздо более оригинальным, если бы оно предложило игрокам новое место действия.
Скажем, какой-нибудь новый провинциальный городок по соседству с разрушенным старым. Ой, старая добрая графика, посмотри на нее! Ничего не поменялось, ничего абсолютно, все как было, так и есть, все просто красота. С другой стороны, зачем стараться и делать что-то новое, если аудиторию и без этого можно легко впечатлить? Именно поэтому разработчики кидают нас в уже 100 раз заезженный город Paradise, разве что слегка перекрашенный. В некоторых миссиях игроков буквально заставляют заниматься бэктрекингом старых уровней, но зато теперь с новыми ироническими комментариями. Strange, I can't escape this odd sense of deja vu here. Maybe it'd refresh your memory if you were decked out in some skin-tight leather. Качество перекрашенных уровней варьируется от приемлемого до трэша в плохом смысле этого слова. Над Paradise Lost работали люди с разными уровнями дизайнерского скилла. И поэтому вместо цельного художественного оформления, как это было в прошлых играх серии, мы получили какое-то неуклюжее месиво из разнородных ассетов и стоковых текстур. Досадно здесь вот что. У команды была реальная возможность сделать хотя бы некоторые уровни в игре гораздо более пристойными на вид. Вы можете сами в этом убедиться, посмотрев на эти скриншоты. В отличие от финального варианта, окружение здесь действительно похоже на пустыню, а разрушения выглядят не так декоративно. К сожалению, у этой секции уровней впоследствии поменялся дизайнер, и теперь мы имеем то, что имеем. Можно смело сказать, что наиболее удачными получились уровни, которые были сделаны полностью с нуля, например, шахты. Данная локация была вплетена в игру достаточно органично и даже может удивить наличием новых для Postal 2 ситуаций. Между тем, самую слабую секцию уровней во всем дополнении выполнил Боб Ричардсон. Тот самый человек, который в свое время убедил Джона Мерчанта не бросать моддинг. Посмотрите на эти горы, на которых зачем-то размазана текстура асфальта, на лениво раскиданные ассеты из Postal 3, а также на это ужасное освещение. Было бы ошибочно полагать, что Paradise Lost выглядит неважно, только потому, что он основан на устаревшей технологии. Ведь у нас уже есть наглядный пример того, как при большом желании можно раскрыть потенциал этого древнего движка. Он называется Postal 3 Unreal. Просто проработка освещения в платном официальном DLC 2015 года. И просто проработка освещения в бесплатном фанатском моде. Как показывает пример Postal 3 Unreal, тщательная работа с освещением может кардинально изменить восприятие картинки, даже на движке 20-летней давности. Из этого сравнения резонно назревает вопрос: а может ли Paradise Lost дать нам нечто такое, чего не могут дать фанатские моды? Давайте посмотрим на модификацию Happy Night, которая, кстати говоря, не так давно получила масштабный апдейт. Как и в Paradise Lost, в ней можно обнаружить свой сюжет, несколько невиданных ранее видов оружия и новые геймплейные возможности. В обоих проектах действие разворачивается на одной и той же физической карте, взятой из оригинального Postal 2, но с некоторыми косметическими изменениями. Принципиальная разница заключается в том, что за Happy Night нам не нужно платить. Paradise Lost — это буквально как Stalker народная солянка, но только за деньги. Это ремикс оригинального Postal 2 с кучей старых модов, неиспользованным бета-контентом и вездесущими ассетами из Postal 3. И я даже не знаю, имеет ли Running with Scissors право их использовать. Что действительно отличает Paradise Lost от множества бесплатных фанатских модов, это его структура. В этом плане дополнение задает ритм, весьма созвучный тому, который был в оригинальном Postal 2. В Paradise Lost присутствует уже знакомая нам 5-дневная неделя, а в начале каждого дня мы получаем список заданий, которые можно выполнять в свободном порядке. Стоит отметить, что из оригинального Postal 2 в дополнение также перекочевал так называемый реактивный мир, в котором прохожие довольно живо реагируют на происходящее вокруг. Другое дело, что использование системы, которая была сделана давно ушедшими из студии людьми, не является какой-то значимой заслугой. Paradise Lost — это сиквел в плохом смысле этого слова, который паразитирует на идеях и наработках прошлых игр серии, без какого-либо их улучшения или развития. Студия просто предложила людям именно то, с чем они были уже хорошо знакомы, и на фоне провального Postal 3 этого оказалось достаточно.
Несмотря на всю свою безудержную вторичность, Paradise Lost присутствует одна вещь, которая отличает его от прошлых игр серии — постапокалиптический сеттинг. И для Postal это вроде как новая территория, однако здесь есть одно большое «но». Разработчики позиционируют Paradise Lost как пародию на постапокалиптические игры, при этом на деле они не то чтобы высмеивают избитые жанровые клише, они просто их повторяют. Ха-ха, смотрите, у нас игра начинается с слов, похожих на те, что были в Fallout. Мы типа постапокалипсис. Ха-ха, у нас люди одеты как в Безумном Максе. Да даже я мог бы смешнее обыграть это. Обычно в фильмах такого жанра люди одеваются на свалке, ну так и нарядить бы их в мусорный контейнер, надеть на голову дорожный конус, а вместо ботинок нацепить перевязанный пакет из-под еды. Мол, блин, все лучшее разобрали, мне досталось только это. Учитывая окружение, люди выглядят так, как будто это сборище косплееров, ну или на работу плохих модмейкеров. В плане нарративных построений серия Postal всегда была крайне слаба. Сюжета либо просто не было, либо же он представлял собой едва продуманное нагромождение событий, без какой-либо внятной связи или развития. Сами Running with Scissors предлагают принять такое положение дел как данность, прикрывая тем самым свою неспособность в написании хоть сколько-нибудь интересных сценариев. Paradise Lost исключением из этого правила не стал, сценарий все так же слаб и наполнен различного рода сюжетными дырами. Возьмем, к примеру, персонажа, которого я называю макабрическим Майком Джеем. Дебютировав в дополнении Apocalypse Weekend в качестве финального босса, разработчиками он был задуман как посттравматическая галлюцинация. На это прямым текстом намекает одна из статей Стива Уика. Этот подход с травмой головы также создал возможности для уникальных геймплейных событий, такие как появление демонического Гэри Колмана и мутировавшего в боссу-корову Майкла Джея. Но это уже совсем другая история. У современных Running with Scissors проглядывается одна забавная тенденция. Даже свои собственные идеи они копируют весьма поверхностным образом. В Paradise Lost нет ни одного намека на то, что макабрический Майк Джей — это все еще галлюцинация. Следовательно, в контексте игры он теперь обыгрывается как обычный реальный персонаж. Судя по всему, никто из разработчиков не удосужился взять во внимание ранее упомянутую статью. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что довольно бессмысленно критиковать сюжет дополнения за то, что в нем присутствуют некоторые нелогичные моменты. Возьмем, к примеру, пресловутую 12-летнюю кому в машине или последствия ядерного взрыва, которые оказались выражены не в настоящем разрушении города, а в резко переходящих друг в друга климатических зонах. Спишем это все на так называемую мультяшную логику, которая стала характерна для серии Postal с того момента, когда студия решила удариться в комедийное направление. Винсу это понравится. Прежде всего, сюжет дополнения стоит ругать за непростительно большое количество самоповторов. От банальной завязки с поисками Чампа до чрезмерного переиспользования старых персонажей. Чем дополнение напоминает либо плохой спешл-эпизод к сериалу, который вышел из-под контроля, либо какой-нибудь любительский фанфик. Это белые марокканские карлики. Последний раз я видел их в Гааге на конференции. Их появление тогда в корне изменило исход встречи. Равновесие было нарушено, и все переговоры о мирном разрешении конфликта зашли в тупик. Война стала реальностью. Здесь очень велик соблазн сказать, что во всем, конечно же, виноваты бывшие модмейкеры. Дескать, начиная с Paradise Lost, все больше творческих решений начало переходить в руки фанатов, которым посчастливилось дорваться до процесса разработки. Можно дать оценочное суждение и сказать, что бывшие модмейкеры — это гораздо менее талантливые люди, чем те, которые когда-то работали над Postal 2. Однако такое допущение объясняет ситуацию лишь только отчасти. И хотя студия больше не может похвастаться такими умелыми кадрами, как Майк Ридель или Нейтан Фоутс, стоит признать, что не все попавшие в Running with Scissors бывшие модмейкеры оказались исключительно бесталантными. Некоторым из них просто не удалось раскрыть свои способности в силу тех или иных обстоятельств. Следует понимать, что у руководителей студии не было целеполагания выдать что-то действительно качественное. Их подход со стремлением сделать все дешевле и побыстрее скорее напоминал печально известный трэш and кэш, который активно практиковался, вот так ирония, их бывшими российскими партнерами. Кроме того, большое значение во всей этой истории имеет кадровая политика современных Running with Scissors. По сути, она строится на том, что в последние 10 лет студия предпочитает нанимать на работу исключительно своих фанатов. Новоприбывшие подписывают так называемый NDA, после чего становятся стажерами на неопределенный период, в течение которого они работают без получения заработной платы.
Об этом факте пишут авторы научно-популярной книги Postal, находя такую практику найма сотрудников неэтичной. Однако здесь меня интересует несколько другой момент. К стремлению сделать все дешевле и побыстрее прибавляется еще одно измерение – фанаты Postal в качестве бесплатной рабочей силы. При полном отсутствии арт-дирекшена все выливается в то, что фанаты клепают разные в плане качества и стиля ассеты, которые в совокупности превращаются в полнейший бардак. Однако, если возвращаться к творческой составляющей проекта, то аргумент «пришли модмейкеры и все испортили» тут уже не работает, поскольку старожилы студии Винс Дейзи и Майк Джей лично участвовали в мозговом штурме на этапе концептуализации идей для будущего игрового дизайна Paradise Lost. Были ли эти задумки хорошими? Ну, как бы вам сказать? Yeah, you guys dropped out my Vince Desi running the gas station called Vince Desi's Pump and Dump, and you could buy gas and toilet paper. Those ideas basically got fanned out, but, that was mine. Vince Desi's Pump and Dump, don't forget that. Реализацию получила другая идиотская затея. Команде показалось остроумным представить себя в виде ироничного религиозного культа во главе с харизматическим лидером Винсом Дейзи. Ну-ка всем смотреть на мою сраку. К слову, подобное изображение себя любимых можно увидеть и в прошлых играх серии, однако в этот раз оно оказалось пропущено через восприятие фанатов, успевших на всей этой ерунде вырасти и попутно устроиться на работу в Running the Scissors. Самолюбование осталось на месте, однако приобрело гораздо более наивные и гротескные формы. Подводя итоги, стоит сказать, что ни бывшие модмейкеры, ни главы Running the Scissors не смогли придумать ничего действительно нового. Дополнение стало бессмысленным винегретом не только старого контента, но и старых идей. Те вещи, которые в прошлых играх хотя бы работали, были переиспользованы весьма поверхностно, не получив какого-либо развития. Плохие идеи также нашли свое перевоплощение в данном релизе, попутно оказавшись доведены до полного идиотизма. Стремясь всеми правдами и неправдами отречься от провального Postal 3, Running the Scissors хотели показать, что теперь-то у них все как старые добрые времена. Однако такое представление является очень большим заблуждением. Времена меняются, люди уходят. Как раньше уже никогда не будет. Годы шли, но Джону Мерчанту все никак не давал покоя призрак недоделанного Eternal Damnation. Обстоятельства не складывались в пользу возрождения мода. Некогда работавшие над ремейком бывшие модмейкеры из Resurrection Studios захватили все важные позиции в Running the Scissors и с головой погрузились в коммерческие проекты. Возвращаться к бесплатным модам не было ни времени, ни желания. Чтобы закончить этот многострадальный ремейк, Джону необходимо было найти нескольких новых людей, уже имевших какой-то опыт в моддинге Postal 2. Ими оказалась команда Revival Games, заявившая о себе несколькими годами ранее, выпустив глобальную модификацию Happy Night. Данный мод чуть более чем полностью был напичкан воинствующим духом подросткового сатанизма, так что Revival Games, возможно, оказались идеальными кандидатами на роль продолжателей дела Resurrection Studios. Для своей версии ремейка Revival Games собирались существенно видоизменить уровни, а также геймплей на них. Переработка сюжета в то же время продолжала оставаться под вопросом. Поначалу дела складывались достаточно неплохо. В марте 2018 года команда опубликовала тизер проекта, который, надо признать, для бесплатного мода выглядел вполне себе многообещающе. Впрочем, сразу после этого тизера Revival Games перестали выкладывать какие-либо новости о проекте. Молчание сохранялось вплоть до января 2020 года, пока команда не сообщила о том, что ремейк уже давно находится в заморозке. А за что задержан сотрудник полиции? Я просто делал моды на пост. Закон не нарушал? Нет. Как же так получилось? На ранних этапах Revival Games трудились над своей версией ремейка не за бесплатно, однако в определенный момент финансирование оказалось перекрыто. После этого разработка, если и продолжала вестись, то исключительно на голом энтузиазме в свободное от основной работы время. Приоритеты сместились, когда силы команды были переброшены на очередной коммерческий проект от Running the Scissors. Из-за нехватки времени Revival Games больше не могли себе позволить работать пусть и над почти готовым, но все-таки бесплатным модом. Последнюю попытку в доведении ремейка Eternal Damnation до ума предпринимал польский модмейкер Мэн Хшан.
Его изначальный план заключался в том, чтобы взять недоделанную версию ремейка, которая была выложена в открытый доступ в 2010 году, доработать ее и портировать на Postal 2 Complete. Все, однако, оказалось не так просто. После 2 лет отчаянной борьбы Eternal Damnation все-таки добрался до публичного релиза в Steam Workshop. Техническая основа данного порта — это все тот же ремейк из 2010 года. Однако уровни Мэнхшан решил использовать из оригинального мода 2006 года, хоть и с некоторыми изменениями. Между тем, с переносом кампании из незавершенного ремейка дела обстоят гораздо сложнее. В мае прошлого года Мэнхшан пообещал, что выйти она должна в рамках следующего полноценного обновления, однако, как вы уже могли догадаться, этого так и не произошло. Разработка так и не сдвинулась с мертвой точки, а все потому, что у Мэнхшана возникли проблемы со здоровьем. И хотя он уже не уверен, что сможет вернуться к доработке этой кампании, у него до сих пор не угасает желание довести начатое до конца. Сможем ли мы когда-нибудь сыграть завершенную версию ремейка Eternal Damnation — это вопрос, на который все еще нет ответа. Вечное проклятие этого мода заключается в том, что в течение более чем 10 лет уже не одна команда пыталась довести этот ремейк до ума, однако все попытки оказались безуспешными. Well, they were gonna put this onto Steam. It was called Eternal Damnation Resurrected. But as far as my research says, they never did finish it.